Всем привет! Сегодня покажу вам свое новое приобретение, компьютер на базе 486 процессора. Изначально он покупался, скажем так, на комплектующие, кроме того, никаких гарантий работоспособности, как обычно, естественно, не было. В общем, после того, как я его получил и разобрал, оказалось, что он в относительно неплохом состоянии. Естественно, он не был таким чистым, как вы его сейчас видите, пришлось почистить хорошо лицевую панель. К счастью, она особо не пожелтела, как это обычно бывает. Также почистил флопик, как внутри, так и снаружи, вот эту пластиковую накладку, а также пластиковую накладку CD-ROM. Ну, ее пришлось еще немножко подклеить, поскольку она здесь плохо фиксировалась. Верхнюю П-образную крышку металлическую также пришлось хорошенько вымыть. По корпусу мы имеем стандартный функционал для тех лет. Это у нас кнопка включения, кнопка турбо, ресет, индикатор частоты, стандартные стадиоды, Power Turbo и жесткого диска, и также логотип сборщика компании Everest. Внутри шасси корпуса выкрашено в черный цвет, что довольно необычно для 90-х годов. Причем это реально заводская окраска, а не какой-то мод, сделанный позднее. Корпус, как вы видите, очень компактный, поэтому места здесь не очень много, то есть карта расширения могут перекрывать доступ к процессорному сокету или мешать установке, например, жесткого диска. Также интересной особенностью является съемное основание для материнской платы. Если открутить вот эти три болта, вся эта панель вместе с материнской платой снимается для удобства установки. Пройдемся еще по железу, который установлен внутри у нас. Это материнская плата от компании Soya, 25-я модель, точный индекс не помню, в весьма достойном состоянии, то есть видно, что она нигде не валялась, не имеет никаких повреждений, серьезных царапин и тому подобного, как это бывает обычно, если покупаете старые материнские платы. Оперативной памяти у нас здесь 16 мегабайт, две планки по 8. Это у нас память от компании Siemens. Батареечка у нас здесь вот такая вот маленькая, не совсем стандартная, но она особенно не течет, никаких следов пока что не видно. 4 ISA слота у нас и 3 VLB-шных. Также присутствует 256 килобайт кэша. В принципе, впоследствии без проблем можно нарастить и кэш, и память. Этого у меня добра хватает в запасах. По процессору. Изначально здесь был установлен процессор от компании AMD. Вот такой вот DX266, он 3-вольтовый. Причем работал он на частоте 80 МГц. Здесь были выставлены перемычки на 80 МГц. Но, к сожалению, данная ревизия платы вот здесь имеет две перемычки запаяно. То есть это только для 5-вольтовых процессоров данная ревизия. Поэтому пришлось установить сюда из моей коллекции Intel 486DX2, 66 МГц. И вот, как вы видите, он уже идет с предустановленным радиатором, что очень неплохо, так как охлаждение не будет лишним. Далее у нас контроллер под VLB шину. Здесь у нас IDE разъемы под флопик, GM-порт, COM-порты. В общем, от компании Holtec здесь у нас используются чипы. Вот такой вот контроллер. Пришлось немножко здесь переставить перемычки, потому что не совсем идеально все работало. Но вообще он в достойном состоянии, как и материнская плата. Видеокарта под VLB шину, чип от Western Digital Company WD90C33 ZZ, они еще здесь пишут вот так. Тоже она практически вот в идеальном состоянии, как вы видите, все чисто и красиво, тоже не валявшаяся, очень отличная плата. Здесь у нас 1 мегабайт памяти, еще можно в принципе нарастить, но 1 мегабайта вполне, наверное, хватит для данной конфигурации. Также присутствовала звуковая карта от компании Creative. Это у нас AVA64, один из вариантов. Вот такая вот тоже замечательная плата в хорошем состоянии. Это заводской мод, то есть это не самопал какой-то. Вот так она вот выглядит. Винчестер изначально был установлен вот такой вот Quantum Trail Blazer. Такой вот он очень тонкий и очень невероятно просто легкий. Как для 3-дюймового винчестера, наверное, здесь один блинчик и корпус какой-то очень такая легкая, тонкая отливка. Но, к сожалению, есть здесь бэд-сектора, поэтому пришлось его заменить на Seagate из моих запасов 170 мегабайтный. Правда, он
имеет довольно изношенный подшипник, хотя никаких бэт-секторов на Seagate нет. CD-ROM у нас компании NEC, Made in Japan, полный оригинал, CDR 1300A. Кстати, он до сих пор хорошо работает. Это 6-скоростной CD-ROM. Да, раньше CD-ROM отличались по своей, скажем так, скорости чтения. И были у нас 4, 6, 8-скоростные модели и так далее. Это не очень скоростная модель, по сути, но зато он, соответственно, и не очень шумный. Флоппи дисковод от компании Alps Electric до сих пор работает хорошо. Сделан в Малайзии, Winchester Seagate, о котором я только что, в принципе, вам говорил, а также блок питания обычный, AT-шный от компании Codagen, до сих пор в хорошем состоянии. Были также гарантийные пломбы, но я его разобрал, чтобы немного очистить от пыли, скопившейся за эти прошедшие годы. Ну что, пришло время запустить нашего старичка и посмотреть, на что он способен. Нажимаем кнопку включения. Сейчас зайдем в BIOS, посмотрим, какие там есть настройки, но перед этим я хочу обратить ваше внимание на этот индикатор частоты. На мой взгляд, он добавляет корпусу определенной привлекательности. К сожалению, это чисто декоративная деталь, поскольку значения, отображаемые индикатором, настраиваются с помощью перемычек на его тыльной стороне. Вот как, например, на этом индикаторе, хотя он имеет меньше перемычек, чем данная модель. Поскольку инструкции, как настроить данные индикаторы, я, естественно, не нашел, пришлось методом тыка подобрать нужные мне значения 33 и 66, которые уже в свою очередь меняются от нажатия пресловутой кнопки турбо, при отжатии которой мы получаем понижение частоты центрального процессора, в данном случае примерно в 2 раза. По идее, это было сделано для совместимости с древним софтом, но учитывая мощность данного процессора, не думаю, что понижение частоты всего лишь в 2 раза принесет какую-то реальную пользу. BIOS выглядит достаточно привычно. Думаю, что у многих на компьютерах до недавнего времени было нечто подобное. Итак, основные настройки стандартное окно у нас. Здесь имеем дата, время, настройки винчестеров, дисководов и, собственно, все. Дополнительные настройки также здесь не такой большой список опций, последовательность загрузки, отключение, включение кэша и так далее. И немножко настроек чипсета. Здесь самое важное для нас-то настройка режима кэша второго уровня, это write back или write through. В данном случае у нас процессор поддерживает write back режим, поэтому это хорошо отразится на производительности. И остальные стандартные пункты, которые, в принципе, думаю, разъяснять не надо. Так, выходим и наблюдаем загрузку. Изначально на данном винчестере был установлен DOS какой-то специфический, но я решил заново поставить DOS 6.22 сюда. Естественно, драйверы для звуковой карты и драйверы для CD-ROM. В качестве файлового менеджера мы используем Volkov Commander. Сейчас запустим несколько тестовых бенчмарков и посмотрим, насколько быстро работает данный компьютер. Так, запускаем тест процессора. Как вы видите, результат практически аналогичен такому же процессору 486 от компании Intel. Сейчас отожмем кнопку Turbo и посмотрим, насколько у нас падает производительность. Как мы видим по данным показателям, производительность у нас упала практически в 2 раза, даже немногим более. Но думаю, этого будет недостаточно для запуска приложений, рассчитанных на XT-шные машины или какие-то ранние 286-е. Запустим еще Speed Test, точнее Speed Sys. По результатам мы видим, что наш процессор находится в самом начале шкалы, рядом со своим собратом с частотой 50 МГц. Здесь, как вы видите, используются более современные процессоры, если так можно сказать, на сегодняшний день. Скорость работы с памятью приблизительно 20 МБ в секунду, что в принципе, думаю, неплохо для этой системы. А также нам показывает, что у нас есть проблема 2000 на данном компьютере, то есть в
конце 99 года мы обратно перейдем на 1900. Но данная проблема уже для нас не имеет значения. Переходим к играм. Сразу хочу сказать, что я устанавливал разные игры сюда, пробовал Need for Speed поставить, Shadow Warrior и так далее. Но в принципе производительности немного все-таки не хватает. Хорошо бы все-таки иметь сотый какой-нибудь процессор или AMD, или Intel. Но, к большому сожалению, сюда ничего особенного не поставишь. Из 5-вольтовых особенного выбора у нас нет. Пришлось поставить 66-й. В общем, перед вами замечательная легендарная игра Doom. Офигенная здесь заставочка. Это первая версия классическая. Сейчас можем где-то здесь пробежаться для интереса. Очень хороший саундтрек. Сейчас у нас кнопка турбо у нас отпущена, то есть у нас процессор работает как бы на половину скорости. Мы опять сейчас включим. И все стало гораздо плавнее. Но тем не менее FPS, я бы сказал, недостаточный. Но приемлемый для этой игры вполне. Играем без мышки, так как это было принято в 90-е. В основном люди играли без применения манипулятора. Сейчас запустим еще какой-нибудь более навороченный уровень. Так, я до сих пор помню читы. Сейчас выберем все оружие. Я, конечно, проходил без читов, но так чисто для прикола, конечно, я все-таки запомнил. ID KFA — это чит на оружие. Ну, IDD QD тоже все знают, это бессмертие, но мы его включать не будем. Поистине легендарная игра. Один из моих самых любимых монстров. Посмотрим, что у нас еще есть. Чуть я задел немного, но ничего страшного. Чувака насадили здесь на кол. Конечно, без чита на оружие было бы, конечно, не так весело играть, но поскольку нет времени все добывать, то чит нам, в принципе, в данном случае был полезен. В общем, замечательная игра. И следующая не менее легендарная игра — это Duke Nukem 3D. Atomic Edition. Как мы видим, 96-й год у нас. Играть придется на разрешении 320 на 240, поскольку более высокие разрешения данная конфигурация никак не тянет. Да и при этом разрешении, в принципе, фреймрейт далек от максимального. Прекрасное звучание за счет нашей звуковой карты Soundbuster AV64. MIDI звучит просто отлично. Очень люблю этот саундтрек. Сейчас мы загрузим какую-то игру. Я тут
буквально пару минут поиграл. Как вы видите, притормаживание весьма-весьма значительное. Уже на этом этапе это заметно. Так, сейчас надо вспомнить, куда идти. Так, сейчас пойдем сюда. Так, здесь у нас туалет. И прячутся враги. Так. Сходили в туалет, подняли здоровье до 100, much better. Стало гораздо ему приятней. Так, здесь у нас отдыхал чувак, но теперь уже он не отдыхает. Вот так выглядит Дюк. В общем, также замечательная игра. В принципе, с натяжкой еще кое-как можно поиграть в нее. Замечательные реплики здесь интересные. В общем, что говорить, игра очень интересная, разнообразная, с юмором. В общем, вот где-то так это все выглядит. Ну что ж, спасибо, что досмотрели до конца. Надеюсь, это видео было интересным, может даже кому-то полезным. Вообще я рекомендую для тех, кто хочет собрать 486 систему, конечно, что-то брать самое последнее и самое мощное, например, материнки с PCI слотами, и ставить процессор хотя бы на 100 МГц. Лучше всего AMD ставить PTX 86 на 133 МГц, или Intel соточку можно тоже ставить. В принципе, данная плата не такая уж и плохая, но, к сожалению, из-за ревизии я сюда не могу поставить нормальный процессор. К сожалению. И, как вы видите, в игры играть практически так, ну, реально, но не во все и без максимального удовольствия. На этом будем заканчивать. Пишите ваши комментарии, делайте репосты. До новых встреч. Пока.